Всех приветствую, интересующихся эзотерикой, магией, любителей необычных и красивых мест. Это видео будет сегодня полезно всем практикующим, новичкам, а также людям, которым просто будет интересно посмотреть архитектуру и что-то красивое и необычное. Сегодня мы с вами идем на кладбище, расположенное в городе Барселона, на Монжуик-склоне. Меня сюда довез автобус, он сюда въезжает прямо в кладбище, но я хочу, чтобы мы с вами дошли прямо к самому входу и оттуда начали нашу экскурсию. Прежде чем вообще говорить о кладбище, да и в принципе здесь ведь это красиво, мы сейчас с вами все здесь посмотрим. Мне бы хотелось сказать, конечно, пару слов сначала о технике безопасности. Да, это особенно касается тех, кто только начинает свой путь, а также и будет, я думаю, полезно тем, кто практикует, тем, кто работает или в этой традиции. То есть никогда не забывайте, что кладбище – это свой мир со своими правилами, законами. Здесь они работают вне зависимости от того, знаете вы их или нет. Зачастую случается так, что люди мне пишут в личку, не знаю зачем, но почему-то они считают, что если они гуляют по кладбищам, что если они... Вот, смотрите, какой красоты. Не могу пройти мимо. Просто великолепно, на самом деле, все. В общем, люди считают, что если они посещают кладбище, что если они там гуляют, бухают, что-то там делают, то почему-то мир мертвых их обязан каким-то образом защищать, оберегать, давать им поддержку, защиту, но на самом деле это идиотизм, и ничем хорошим это не закончится. Не забывайте, что это свой мир со своими правилами. Представьте себе какой-нибудь завод. Я прям чувствую, тут идет за нами толпа, ладно. Представьте себе завод с радиацией какой-нибудь. Вы туда придете, от того, что вам кажется, что радиация вдруг стала для вас полезной и приятной, она так не будет считать. И все равно будет вас разъедать и уничтожать. Это о чем говорит? О том, что незнание законов, незнание настоящих правил не освобождает вас от ответственности никоим образом. Поэтому о чем речь? Зачастую люди обычные, они вообще лишены какой-либо защиты. Они, в принципе, у них энергопотенциал очень слабый, особенно учитывая последние века, где было очень мощное религиозное движение, а учитывая современную жизнь, где у вас просто развратный образ жизни, примитивные интересы, непонятные половые связи и так далее, развращенность какая-то, у вас защиты практически нет никакой. И такому человеку, ему совершенно противопоказано вообще бывать в подобных местах. Чем это заканчивается, чем это грозит? Энергия смерти, она по-своему просто разрушительна, да? Так же, как, например, радиация та же самая, или как просто перемалывающие лезвия. Они не будут вас спрашивать, нравится вам это, не нравится. Вы не можете попросить их как-то защищать вас и оберегать. И когда человек туда попадает, он так или иначе он находится в мире живых, а в мире мертвых здесь, мы сейчас у самого входа, в мире мертвых здесь свои законы. Поэтому начинаются сначала просто энергоудары. Счищается все самое темное и ужасное поначалу. Здесь столько у нас птиц, зверей. Прям сегодня день живой, такой солнечный, красивый. Дальше что? Дальше происходит
Если вы продолжаете ходить и думать, вам может стать хорошо и прекрасно. Это, в принципе, так и будет. Действительно, поначалу ощущаются очень грязные энергоструктуры, и вы будете ощущать себя замечательно и даже хорошо. Но затем, учитывая, что у вас нет еще никакой защиты и подключки, и вы не слышите, не видите этот мир, он начинает вас просто пожирать. Убирается защита, ухудшается ваше положение в социуме, светимость. Вас не видят, не замечают, не берут на работу. У вас никогда не будет денег, карьеры. У вас рушится личная жизнь. Забивается финансовый канал и так далее, и так далее. Вас съедают до тех пор, пока эта вся энергия не добирается до корневой чакры, до чакры нашего тела, и рушится здоровье. То есть, понятное дело, что вы там можете остаться на вечную жизнь, так сказать. Причем ситуация действительно печальная очень. И сознание обычно у таких людей зачастую, не знаю, по крайней мере, которые мне зачем-то пишут и рассказывают о каких-то своих подвигах, хотят чем-то похвастаться, я не знаю. Его практически нет, этого сознания. А еще учитывая, что туда начинают цепляться различные покойнички и различные существа из этого мира, они просто захватывают это тело и живут в нем. Живут в нем, пока полностью не сожрут. Поэтому мы сегодня с вами уделим так много внимания технике безопасности. И незнание не освобождает вас от ответственности. Что же касается новичков, если вы планируете заниматься в этой традиции, я настоятельно рекомендую вам найти, во-первых, хорошего учителя, который сможет вас отслеживать, потому что вы можете просто не заметить эти подселения. Я расскажу несколько моментов чуть позже, как определить, есть ли подселение или нет, и притащили ли вы что-то с кладбища или что-то к вам прицепилось. Только сейчас мы шли, и за мной прям такой пристальный взгляд, причем кладбище, оно здесь, я о нем расскажу чуть позже, оно прям входит в основную дорогу, то есть здесь ходят и живые. Не очень это замечательно, хорошо, но, в общем, оно такое немножко разделенное, разбитое, да, то есть сегментированное. В общем, если вы, новички, не чувствуете, не видите этот мир, не чувствуете его обитателей, то лучше туда не суйтесь. Представьте, вы приехали в какой-то город и начинаете ломиться во все квартиры, дома, что-то там предлагать с подарками или без. Неужели вы думаете, что люди все такие добрые и хорошие? Они как-то изменились после смерти? Нет, они не изменились. Они вам дадут по балде, по башке, пошлют трехэтажным матом. Там, кстати, есть, я уже была на этом кладбище, делала практику, сегодня тоже у меня запланирована практика. Там есть некоторые агрессивные могилы, постараюсь их издалека так немножечко заснять, конечно, маловато. Но возвращаясь опять к вопросам безопасности, то будьте очень внимательны, отслеживайте себя, свое состояние. Какие первые признаки того, что вы посетили кладбище и что-то произошло не очень хорошее? Во-первых, вам постоянно хочется туда вернуться. Вам кажется, там хорошо, спокойно. Да, хорошо, спокойно, до поры до времени. Обычный человек может, наверное, раз в год, минут 20 посещать безопасное кладбище. Безопасное. А если вас постоянно туда-то тянет, то, скорее всего, это не ваши желания и не ваши мысли. Зачастую еще покойники просят принести им что-нибудь купить, если у вас есть желание кого-нибудь накормить, принести им водочки, текилы, поставить какую-нибудь свечечку, это 100% к вам кто-то прицепился из покойников, и он от вас просто требует такого внимания. Поэтому внимательно, аккуратно отслеживайте себя. Когда безопасно? Безопасно и правильно ходить, посещать кладбище, где-то раз в год, раз в полгода к своим родственникам или с какой-то целью поставить что-то, какие-то цветочки, да, там свечку, что-то, я не знаю, конфетки принести, помянуть своих предков, не страдать, не плакать, а именно помянуть и сказать: благодарю вас, предки,
э, очень благодарен вам за своему роду. Это будет хорошо и полезно. Прибраться там. Вот. То есть кладбище, оно видит, оно слышит, оно знает, зачем вы пришли и с какой целью. Сегодня мы постараемся заснять побольше так материала. Сейчас я начну как раз рассказывать все. Мы у самого входа находимся. И начнем наше путешествие от самого входа. Ну, поехали. Так, стоим мы у ворот, делаем первый шаг. И, в общем, оказываемся на территории кладбища Монжуи. Ну, сразу обстановка меняется, сразу можно видеть и ощущать вот такую вот энергетику. Очень интересно, чем примечательно, да, это кладбище. Почему я выбрала именно его и решила вам показать. Вот здесь, кстати, карта захоронений. Во-первых, оно построено в горах, то есть вот все могилы идут туда, наверх. Мы сейчас с вами туда дойдем, немножко вот здесь пройдемся вдоль вот самого такого центральной дороги. Здесь очень красивые архитектурные сооружения. Во-первых, это кладбище, оно известно на всю Европу. То есть здесь похоронены очень известные люди, начиная с мэра Кубы, заканчивая известными преступниками, наркоторговцами, даже какими-то знаменитыми убийцами. Здесь какая-то женщина-убийца, я знаю, похоронена, которая истязала детей, что-то издевалась над ними. И там придумали целую легенду про нее. Я не знаю, где ее могила, я не интересовалась. Но примечательный факт в том, что вот это кладбище, оно входит в место исторических и туристических достопримечательностей. То есть я абсолютно серьезно вам говорю, что все стремятся посетить и посмотреть. Почему? Потому что когда-то в конце 19 века было это кладбище организовано. И здесь были похоронены самые влиятельные, известные, богатые люди. И для них тратилось огромное количество денег для того, чтобы построить вот эти вот склепы. Видите, да, вот то, что мы проходим. Вот они, конечно, на центральных, вот здесь вот, на центральной улице самые вот красивые и просто потрясающие. Здесь есть даже туристические маршруты. То есть здесь 3 туристических маршрута. Один называется исторический, второй именно по архитектуре, а третий смешанный. Я не знаю, пройдем ли мы с вами все маршруты. У меня еще в планах здесь запланирована практика по 20-му аркану и по 13-му. Поэтому, вот, кстати, распятие. Вот распятие, что нетипично. Вот заметьте, здесь совершенно другая обстановка, совершенно другая энергетика. Но в основном вот эти, другая в смысле, отличная от того же кладбища где-нибудь в Украине, в России. Но вот эти вот могилы, склепы, да, здесь у них нет могил, у них в основном все склепы. Они очень старые, конечно же, здесь какого-то там влияния нет. Они превратились вот в историческую достопримечательность. Здесь, кстати, есть аудиогиды. Вон, видите, да. Так, у меня немножко камера трясет. Видите, да, вот это вот здесь написано. Это, конечно, можно все найти, но если мы будем сейчас про каждого с вами читать, мы вообще здесь ничего не успеем. Свежие могилы здесь тоже есть. Мы к ним поднимемся. Тоже постараюсь кусочек заснять. Но здесь и каталанцы, они предпочитают захоронение в виде вот крематориев, в виде склепов. То есть вот это вот мы все видим, что вот эта одна ячейка принадлежит семье. Здесь не один человек, а вот это склеп, да, вот фамилия Родеро Молеро. Вот какой-то. Мы постараемся аккуратно так подойти. Здесь, кстати, есть кто-то свежий. Вот. Но в основном вот новые могилы, они вон там, дальше. Там дальше свежие могилы видно. То есть есть такая лесенка, можно прийти, поставить цветочек, да, там как-то упомянуть своих предков, тем более, что все в одном месте. Вот у них принято так.
И вот такие огромные склепы. Мы еще вот там дальше пройдем сейчас в гору. Там очень красиво. Очень красивые готические прям склепы. Ну вот это кто-то свежий. Прям. Ну да, видно, что вот некоторые даже вот недавно вот совсем, но вот я их чувствую. Я делаю это как бы видео для себя, для своей практики. Неизвестно, когда я сюда еще смогу вернуться. И чтобы оно было и для меня, и для тех, кому это нужно и кому интересно. Ну, о правилах и необходимую информацию я вам сказала в начале, уделив этому достаточно много времени. А остальное уже как бы зависит от вас. Да, давайте вернемся и давайте, ну, может, даже здесь вот пройдем. Смотрите, мы идем вот к такому просто великолепному склепу, огромному, я бы сказала. Там, наверное, что-то Каталане, фамилия. Не вижу пока название, чей это фамильный склеп. Не всех я здесь персонажей, к сожалению, знаю, но вот да, семья Батло и Батло, вот, Батью. Конечно, мы внутрь не будем заходить ни в коем случае, это никуда так не годится. При том, что вот здесь, кстати, вот тоже у них расположены какие-то захоронения. В общем, очень продолжаем движение дальше. Буду немножко такими кусочками записывать. Так. Ну вот еще и бывают вот такие, да, у них тоже здесь, скорее всего, кремация, просто под плитой. Но вот у кого было побольше возможностей, у них, конечно, вот такие огромные склепы построены. Но в склепах, кстати, вы знаете, не чувствуют. Сложно вот кого-то просмотреть, все-таки надо зайти туда внутрь. Вот если вот найти могилы можно, да, там настроиться, как-то пообщаться, проконтактировать, если нужно, то вот склеп все-таки он закрыт, ну и хорошо. Хорошо, что он закрыт, и нечего ходить к чужим домам. Вот я так считаю. Ну вот смотрите, какая красота. Да. Вот это, да, потрясающе меня тогда удивило вот здесь вот. Такой склеп. Вот издалека тоже мы можем посмотреть. Так, я вот про этот, он такой вот полуготический. Но уже нет, это другой стиль, готический там будет дальше. Здесь прямо они идут периодами. Вот здесь вот он начинается. Готический идут. Я просто смотрю на одно, а в камере попадает другое. Поэтому, если там что-то я рассказываю, я обязательно это покажу. То есть, ну вот видите, да? И вот, кстати, вот сзади, вот как меняется архитектура, как меняется вообще вот все. Да. В принципе, вот на других кладбищах, вот, у них тоже здесь, вот я про это вам говорила, про готический прекрасный склеп, просто потрясающий. Он чем-то похож на Саграду Фамилию даже, ну вот такими вензелями, наверное, какими-то, вот что-то такое. Вот и здесь тоже вот готика, она такая более, да, классическая готика. Вот здесь прям у них, видите, какие-то там горгульи, что-то. Ну, в общем, интересно, знаете, что здесь нет распятий. Здесь, кстати, вот свежая могила, вот эта бабушка, я помню, она, всегда так, ну, здесь, ну, есть она еще. И интересный факт, что здесь вот, ну, люди счастливы в этом мире, в посмертии, да, то есть здесь нет слез, нет страданий, нет распятий, они практически не используют вот какие-то вот скульптуры, изображающие там вот это вот истязание или что-то такое. То есть у них зачастую вот какие-то ангелочки, какие-то вот такие вот
Вон, ангелочек, видите, стоит, радуется. Вот. То есть и у них вот оно вот в посмертии оно ощущается именно таким. Они вот как вообще вот у европе, вот у каталанцев, именно у каталанцев, они, вот смотрите, вот какой-то греческий, да, вот такой склеп. Они очень так умеют радоваться жизни. Вот этому стоит у них поучиться однозначно. Они умеют радоваться жизни, они умеют как-то находить в ней плюсы. У них нет вот этой погони за материальным какими-то вот такой карьеризм ненормальный, вот это вот стремление к работе. Ну, это, конечно, и плохо, но вот именно здесь никого не принижают, не уничтожают, кем бы ты ни был, там дворник, не дворник ты. То есть у них, если работаешь, значит, хорошо, молодец, делаешь нужное дело. Там, да, внутри склеп, можно вот так чуть снять, чтобы по башке не дали только. И как бы они и при жизни такие, знаете, вот стоит у них поучиться. Они умеют отдыхать, они любят себя, они не рвутся вот за этими машинами, квартирами, там бесконечно дорогим. Здесь это вообще не принято. Если ты даже вот как-то вот нарядился вот немножко получше, чем... И на тебя уже смотрят как на дурачка какого-то, потому что, ну, они не понимают этого, они не понимают, вот, несмотря на то, что вот мы находимся, да, в Испании, Италия это у нас родители всяких крутых брендов, и, в принципе, здесь постоянно вот они вот, распродажи и так далее, то все равно как бы местное население особо оно ими не пользуется. То есть, ну, как только какие-то вот, может быть, публичные люди, там, звезды, вот, и только они, может, вот как-то там следят за своим внешним видом и могут вот одевать вот эти вот, надевать на себя какие-то вот такие вот брендовые вещи. А так это вот, ну, совсем вот не про это, не про эту историю. И, в принципе, вот в мире по смерти они вот что-то тусят здесь, веселятся, вот, и радуются. Вот, конечно, они рады, когда сюда приходят. Ну, вообще, вот мы ходим с вами, здесь мало вот так населения. Вот видите, вот вообще склеп забитый. И, ну, вот просто склеп, да, вот ты ничего оттуда не ощутишь. Но вот и здесь вот у нас страдания, вот что не очень типично, но как бы есть. Здесь, кстати, некоторые могилы разбили, наверное, там не очень хорошие люди, но вот мы можем видеть вот туда в горы, видите, уходят как вот ячейки захоронений. Здесь в землю не хоронят вообще практически, я так понимаю, но, по крайней мере, я вообще не видела здесь ни одного захоронения в земле, территория не очень большая, и поэтому просто не принято. Вот с нами уже общаются там. Да. Вот, как будто в квест попал какой-то. Да, вот я про что говорила, вот здесь есть QR-коды, это аудиогид, можно даже их загружать и слушать. Да, вот сейчас голубь мертвый упал, только что мы с вами общались. Так, сейчас я хочу подняться туда, раз нас туда зовут, но здесь пройти нельзя. Надо, видимо, обойти с той стороны. Или, в принципе, наверное, можно подняться. Вот видите, голубок. Что-то... Нет, еще живой двигается, но что-то он все умирает. Вот зовут нас туда. Давайте сходим. Посмотрим, кто там что хочет. Да. Вообще, конечно, здесь можно ходить, ну, часа два на один маршрут вот этот. А уж если обойти все, ну, нет, наверное, смысла вот как бы так вот вам что-то показывать. Ну, а вот это уже вот идут вот свежие, современные, обычные могилы. Ну, есть свежие, есть не очень. Вот, где-то он даже цветочки обновили. Ну, вот здесь свежие чувствуется где-то. Ну, можно посмотреть по датам, даже если хочется. Здесь кто-то. И, ну, здесь как бы нет ничего такого особенного. То есть вот это вот стандартное кладбище, как оно у них выглядит. Вот лесенка. Пришел, положил цветочки,
То есть пришел сразу ко всей семье. Ко всей семье. Вот. Но вот о таких постройках здесь уже будет меньше. Практически не будет. Ну, если что-то будет интересно, я вам еще покажу. Ну вот мы, в принципе, с вами прошли большую часть маршрута. Сюда идет продолжение исторического маршрута и маршрут известных людей. Но в целом, вот вы видите, здесь вот так вот оно идет, все поднимается в гору. И, в принципе, вот дальше оно все повторяется. Здесь ячейки. То есть, ну, многие вот склепы, они похожи. Но есть, конечно, очень красиво здесь. Ну, все не просто не снять, не заснять. Здесь надо самому побывать, чтобы вот так вот, ну, проникнуться, да, всем этим. Ну, кому нужно, кому интересно. То есть вот туда в горы она все уходит. Вот здесь склепы. То есть большинство случаев здесь вот написано, кто скульптор. Вот. И в аудиогиды можно загрузить цифру 25 и послушать, что это такое. И что-то более подробно о том, кто здесь захоронен, почему. Вот видите, да, тут общаются с нами, хорошо. Скидывают на нас шишки. Местные обитатели. Да, очень здесь прям живо сегодня. Столько чая, птиц. Ну, солнышко, чего удивляться. Солнышко, тепло. Кричат, да. Попугаи там, скорее всего, сидят. В целом такой вот у нас получился с вами вот обзор на энергетически наполненный путешествие такое. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, если хотите увидеть больше подобных мест. Но в целом, как бы, вот именно кладбище на Монджик, оно отличается, да, вот и вообще своей историей, и от других, наверное, каких-то мест. И здесь очень, конечно, можно красоты много показать. Приходишь вот как на выставку. Главное, чтобы мертвые позволили, да, посмотреть. Но в целом вот то, что склепы, они как бы, ну, сидят там, если туда не ломиться. Конечно, некоторые, я смотрю, ломятся, но вряд ли кому-то это понравится. Но многие захоронения были сделаны там 200 лет назад, поэтому, конечно, там никого нет. Ну и, в принципе, вот те, кто есть, они здесь такие сытые, туристы их кормят. Хорошо, да, такая у нас шутка. Мы еще сейчас вот с вами поднимемся чуть выше. Хочется посмотреть, что там у нас будет еще. Вот здесь, кстати, уже вот такие тоже старые захоронения. Вот где-то вот есть новые, смотри. Это прям вот, ну, несколько. То есть вот, ну, такое оно. Кладбище, конечно, вот это оно разреженное именно потому, что вот старые здесь вот эти склепы, их никто ломать не будет, они уже как достопримечательность. Там еще идет какая-то реконструкция, идет постройка новых, я смотрю, мест. А вот здесь, кстати, свежий тут лежит. И он тоже какой-то пьедестал сделали для какой-то семьи. То есть не склеп, но тоже, да, пьедестал, не просто вот плита такая. Сейчас с вами поднимемся чуть выше. Я еще немножко здесь попрактикую. И мы с вами будем возвращаться к началу. И там тоже в начале есть довольно много красивых мест.
Не знаю, сколько здесь идти до самой вершины, но я почти туда забралась. Ну, там дальше идут обычные такие ячейки, уже меньше вот всяких архитектур. Ну и правильно, там уже более такой активный мир мертвых. Нечего туда пускать людей, тем более все сюда прутся. Хотя не все, мне кажется, здесь такие узкий круг туристов, так скажем. Максимум они там по центральной дороге прогуляются и сбегут. Да. В завершении нашего сегодняшнего путешествия эзотерического хочу вам пожелать и дать, наверное, напутствие такое, что больше читайте, больше развивайтесь, меняйте увлечения свои, старайтесь развиваться в разных направлениях, интересуйтесь историей, философией, и тогда все будет прекрасно, личность будет нарабатываться. Многие вот очень думают, что вот мне вот интересно, я не удивляюсь идиотизму людей, о которых мы с вами раньше говорили, но я не могу понять одного. Вы все боитесь смерти, но очень быстро почему-то туда стремитесь. С какой стороны не посмотреть. А при этом парадокс в том, что если вы вдруг перевоплотитесь, может, и никогда не перевоплотитесь, и особенно те, кого захватили уже, там нечему перевоплощаться, то вас откинет на тот же самый уровень. То есть, да, я понимаю, что царство жизни, оно может быть, не самое прекрасное на Земле, приятное среди других каких-то там миров, и даже сравниваю с тем же миром смерти. Но, тем не менее, от того, что вы туда очень торопитесь и спешитесь, при этом вы боитесь смерти, вы делаете себе только хуже, потому что вас опять отправят в ту же самую жизнь, даже в более худшие условия, и вы будете проживать ее все снова и снова, 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 пока, наконец, что-то до вас там не дойдет и не начнете как-то нарабатывать свою личность. Поэтому больше читайте, учитесь, вкладывайте в свое образование, в знания. У вас должно быть обязательно какое-то хобби. Читайте книги, читайте историю, читайте философию, изучайте искусство, архитектуру. Одним словом, memento mori, помни о смерти. Вы здесь очень короткое время будете находиться. Постарайтесь хоть что-нибудь за этот срок сделать для себя, в первую очередь, для своей личности, чтобы не возвращаться вновь на этот примитивный уровень. Ну, а пока что я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч.